Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро расклад, таро прогноз, судьбоносный ноябрь 2024. Возможно, все. И это не просто слова. Планетарные транзиты ноября месяца словно нас подводят несколько раз, можно сказать, к какой-то кульминации или завершается какой-то наш жизненный этап. И это может быть сопряжено у кого-то с работой, у кого-то важные выводы по части личной жизни могут быть. И 19 числа, с 19 по 20 планета Плутон перейдет в знак зодиака Водолея. И Водолей, уже Плутон в Водолее, больше индивидуальности, больше свободы, больше творчества, душевного подъема. Но это еще, несомненно, перемены. Совершенно другая энергетика. Но с самого начала ноября время отсчитывает последние дни, когда, возможно, мы с чем-то должны определиться. Или для себя обозначить какие-то приоритеты, куда мы движемся. Вот этот последний реверанс Плутона в Козерог больше дается знаком земли и воды. И я не случайно говорю для вас, хоть ваша стихия – это огонь, но у вас могут быть партнеры, как и взаимодействие по бизнесу, по работе, может быть, сослуживцы, руководители или ваша личная жизнь. И примите во внимание, что эти где-то изменения, которые касаются ваших партнеров или людей, с которыми вы взаимодействуете, так или иначе, они могут касаться и вас. Кто имеет асцендент, предположим, или даже по Луне в одном из водных или земных знаков, вы будете это вдвойне активно чувствовать. Ну и, безусловно, все транзиты – это не есть какая-то одна дата, это, скорее всего, 2-3 недели плюс и 2-3 недели минус. Поэтому мы можем несколько ориентироваться на то, что ведь это есть элемент непредсказуемости. Нужно сказать, что Юпитер находится в Близнецах, и отчасти вам это помогает. Но Юпитер в Близнецах сейчас в ретро-движении. Но если бы он был в прямом движении, было бы еще больше активности. Но это та где-то активность, которая построена на наших принципах, и когда мы хотим что-то осуществить. Это прекрасно. Но вот в такой транзитарно сложный период, наверное, важно быть осмотрительным, осторожным. И поэтому ретро-Юпитер помогает нам не попасть в какую-то засаду собственных мыслей в первую очередь, а правильно оценить обстановку и наши планы на будущее. Кроме того, мои дорогие, Марс в вашем знаке зодиака, и это прекрасная энергия. Это время, когда вы можете для себя сделать что-то, как, знаете, определиться, я уже говорила, так и набраться смелости и предпринять что-то удивительное. Проявить себя, наконец, может быть так. Или другая половина вас может получить престижные предложения. Это касается работы и дальнейших возможностей по деньгам. Кроме того, у нас полнолуние 15 ноября в знаке зодиака Телец. Телец – это олицетворение нашего благополучия во всех абсолютно сферах жизни. Но у нас будет сложное соединение Луны, именно 15-го, с планетой Уран. И хоть большинство связывают Уран, так повелось, как планета разрушитель, но на самом деле Уран ничего не разрушает. Скорее, он помогает нам расчистить свое жизненное пространство от того, что устарело и не будет служить прогрессом. Или, может быть, отчасти те отношения, которые, они бы неминуемо, как прекратился какой-то союз. А здесь, может быть, тоже у кого-то из вас кульминация. У каждого здесь будет по-разному. Поэтому время взвешенных решений. И если вы чувствуете, что где-то вы застряли, у нас еще и ретроградность большая, у нас Нептун, мои дорогие, тоже в ретро-движении. Если в прямом движении Нептун, он нам словно какого-то тумана нагоняет, а здесь наоборот. Он способствует как и решениям, так и решимости. Но давайте мы узнаем, что у нас думают карты Таро. И у нас сегодня две колоды. Обе прорисовал великолепный художник. И, кстати, таролог, астролог. Он добавил символы во вторую колоду. Она называется Таро снов. А первая колода золоченого Таро. Поэтому давайте рассмотрим на картах Чиро Маркетти. Планетарный вот этот
период ноября. И первые 3 карты. События ближайшего будущего, мои дорогие. Может быть, условно, мы сможем поделить ноябрь на 2 части. Потому что следующие 3 карты – события отдаленного будущего. Первая условно и вторая будет половина ноября. Хотя нет четких границ. События отдаленного будущего. Вторая карта. И события отдаленного будущего. Третья карта. Или даже, возможно, то, что вы будете продолжать уже где-то с переходом на декабрь. Следующая карта. В чем риск? Не всегда мы можем что-то предвосхитить. Иногда нам хочется быстрее с чем-то разобраться. Помним, что скорее неспешность нам помогает. Может быть, и бывает так. Мы ослабили хватку, какой-то вопрос сам нивелировался, закрылся, или нам больше понимания какого-то приходит. От чего вы откажетесь сами, мои дорогие? Что скрыто? Что вам помогает? И достанем карту «Итог». Или пусть это будет как карта «Совет». События ближайшего будущего для вас, а вот ожидание. И это может быть как ожидание, к примеру. Часто нам про личную жизнь говорят, и у кого-то проиграется партнер, именно который рожден под знаком зодиака воды. Или, в принципе, если мы не привязываемся к гороскопам, это энергетика людей, которые нас любят. Может быть, это где-то олицетворение вас самих, когда вы хотите некоторые вопросы своей личной жизни уравновесить. Может быть, вы ожидаете, как, знаете, необходимость, допустим, по документам дождаться важной бумаги. Может быть, по этой карте кто-то и ожидает, когда определится ваш партнер, к примеру, да? И мы с вами говорили, что дважды это может быть усиленная энергия в том случае, если партнеры сами по себе принадлежат к стихии воды. Но есть и другое значение, когда мы можем сами что-то поставить на паузу. Поэтому пауза, она здесь, знаете, она больше со знаком плюс, когда мы сталкиваемся с какими-то регламентами. Вам нужно оформить документ, а документ имеет свое производство, дней 5-10 или более. И тут мы не ускорим. Все же Козерог у нас, да, Плутон в Козероге мы говорим. И, безусловно, Козерог – это всегда система. Но если мы искусственно ничего не делаем, а просто сидим, ждем, тогда и жизнь наша, пейзаж не меняется. Давайте посмотрим. Сами по себе приятные энергии. Получение денег. И я вот эти 2 карты могу трактовать так, что если вот так вот, не тормоша себя и не форсируя что-либо, у вас многие вопросы могут закрыться, решиться. Или вы будете понимать, в чем мои перспективы. Вторая карта, 9 Пентаклей, это карта самодостаточности, это карта уверенного человека. Это карта денег, безусловно, или новые способы заработка. И у кого-то, как я сказала, престижные предложения. Может быть, это и вот своего рода, когда вы готовитесь преодолеть себя или какую-то тему закрыть, но как будто вы сумеете что-то уже в первой половине ноября для себя определить с точкой. И я могу предположить, это вот, возможно, вы уже чувствуете словно кожей, ведь по карте королева кубков часто идет интуиция. И тогда слушайте свою интуицию, она вам дает правильные подсказки. Вполне вероятно, если есть такие предощущения, и вы уже предприняли некоторые действия к тому, чтобы построить карьеру, получить должность, согласовать какие-либо документы, или вы уже как путь какой-то прошли, и теперь ждете итога. Он как будто приходит по 9 Пентаклей, да. Но 9 по нумерологии – это преддверие перемен, мои дорогие. Поэтому если мы просто рассматриваем деньги, деньги как будто к вам приходят в ноябре, вы останетесь довольны. Но я могу предположить, что новые честолюбивые устремления могут потребовать инвестиций в себя. У кого-то изучение новых наук, у кого-то языка, у кого-то IT-технологий. Но перемены дальше, нам об этом говорит карта. И поэтому смело смотреть в будущее, как будто база, фундамент есть. Но и продумывать что-то наперед, это для вас будет хорошим плюсом и подспорьем.
Ну да, туз мечей вам выпадает, это наше решение однозначное. Я часто говорю, что это как выход из лабиринта, из паутины мыслей, когда мы прежде могли думать, там мысли был ворох или какие-то разные пути дороги. Мы примеряли на себя, думали, что нам подойдет, от чего мы откажемся. Действительно, первая половина ноября вы с чем-то определяетесь. Давайте посмотрим, что нам скажут карты отдаленного будущего. Шикарно, мои дорогие львы и львицы, весь мир у ваших ног. Даже не вижу смысла что-то еще дотягивать из карт. Потому что 21-й старший аркан, если мы говорим про итог, правда, итоги какие-то будут получены. И в этой удивительной карте у нас как будто все стихии. Для кого-то из вас это может быть признание вас, ваших заслуг, вашей экспертности, вас как работника именно, да, или вашего творчества. Может быть, именно для людей творческих, если это актуально, вы можете найти даже мецената, который будет именно поддерживать ваш проект. И он получит прекрасное развитие. Кроме того, у нас золотой телец указан, и поэтому подтверждает где-то карта мир финансовые поступления. Лев у нас тоже, и это где-то прообраз нашего эго и нашей амбиции. Поэтому да, амбиции будут удовлетворены. Но у нас есть еще и отчасти нам говорят личная жизнь, есть вопросы, которые вы можете либо уладить, либо на какую-то ситуацию посмотреть как свысока. Увидеть в 3D объеме события прошлого, сегодняшнего дня и построить в зависимости от этого планы на будущее. И как раз орел, который нам показан, тоже подтверждает это. Поэтому время каких-то новых свершений и то, что вы сделали прежде, вы получаете итог. Для кого-то из вас больше будет перемещений во вторую половину ноября, или вы будете планировать какую-то поездку, переезд. Возможно, это будет связано с работой или с вопросами личной жизни, кстати. Тогда я могу предположить, для тех, кто в паре, вы будете вместе планировать что-то. Это может быть или могут быть вопросы дома, где проживает ваша семья. Это могут быть вопросы еще и, мои дорогие львы и львицы, которые больше зависят от партнера, например, и они будут затрагивать вас. Может быть, у вашего близкого человека что-то меняется по части труда, занятости, заработков, и какая-то перспективная история вырисовывается, и тогда вы в вашем тандеме будете думать, как это все совместить. Но так или иначе для вас тоже как что-то добро-хорошее. Карты нам показывают, но итог есть. Это вас будет, безусловно, радовать. Отдаленное будущее, вторая карта. Может быть, есть те вопросы, которые вам придется уладить в высоких инстанциях. Вы, кстати, если мы просто берем работу для людей, которые занимают ответственный пост, или вы руководитель какого-то даже звена, но у вас в подначале вашем находится группа людей, неважно, 30 их или больше, или 3, вам придется как-то организовывать работу. Не все могут быть согласны. Вам могут завидовать, мои дорогие львы и львицы. На вас могут давить, причем разными способами. Или какой-то пафосный проект, который на 1000% якобы проиграется со знаком плюс, или льстить, вот, да, такие энергии. Или наоборот, говорить какие-то нелицеприятные вещи, будьте к этому готовы, потому что по рыцарю мечей бунтарь без причины. Может быть, кстати, примите это тоже к сведению. Не все люди оптимистами рождаются, да, или могут себя таковыми воспитать. Поэтому вы будете сталкиваться с теми людьми, которые очень сложно вообще, в принципе, проживают вот эти планетарные транзиты. И их как лихорадит. Они не могут для себя какую-то базу, основу собственного поведения, к примеру, найти. Или, в принципе, вы можете контактировать с людьми, которые страдают поведенческими расстройствами. Поэтому не стоит на что-то реагировать. В первую очередь карта говорит: истина, правда дороже. Но это не имеется в виду, что мы эту правду, истину кому-то доказываем. Мы сами делаем какой-то важный выбор. Но тут будет очень важно не ввязаться в какой-то конфликт. И даже если нам бросают перчатку или пытаются в этот конфликт втянуть
Оставайтесь невозмутимо спокойными. Мои дорогие львы и львицы, на кону буквально ваше благополучие, где-то счастье и финансовая составляющая. Значит, какой-то период ноября жизнь может вас так испытывать на прочности где-то от вашей выдержки. А вы умеете держать осанку на любых поворотах. И вот это вот ваша сильная позиция, ваш оптимизм вам сослужит хорошую службу. Но, может быть, и придется делать какие-то согласования у кого-то по налоговой и отчасти рыцарь мечей, если мы говорим правда, истина. Может быть, и придется обратиться к адвокату, к юристу у кого-то, для того, чтобы для себя прояснить вопрос, как работает закон в отношении меня. Вот вы, когда выпадает эта карта, мы ничего не можем сделать наобум. Мы должны себя попросту страховать. И значит, те дела, вопросы, которые вы будете решать в этот период, они не должны в последующем времени вам быть какой-то обраткой. Будьте внимательны, мои дорогие. Третье отдаленное событие. И мне вот теперь хочется несколько прояснить, что нам, какую ситуацию опишут карты. Но девятка жезлов, нам изображен воин. В этой колоде немножко другое изображение, но часто в классических колодах Таро воин с перевязанной головой, шишек он уже где-то набил. И поэтому его желание закрыться от мира или несколько отдалиться. Отчасти, кстати, эта карта может говорить о том, что лев, ты уже все сделал. Вот сейчас не время форсажу, или когда мы бросаем что-то старое и с места в карьер начинаем заниматься чем-то новым. Нет, это карта осмотрительности, когда мы ждем результатов. И поэтому ждать можно по-разному. Бывает пустое ожидание, а бывает, как я уже объясняла, какой-то регламент. И по девятке жезлов два направления, которых мы не можем исключить, и мы должны участвовать. Первое. Либо мы чего-то не должны упустить. И второй момент, когда нам угрожает опасность. Меня смотрят люди из разных стран, поэтому реалистами будьте, мои дорогие. Давайте мы теперь проясним, что за ситуация в отдаленном будущем. Первая карта – мир. У кого-то будет буквально переезд просто, и вы будете документально узнавать, как мне правильно оформить документы. И где-то не будете откликаться на чужие просьбы, потому что своих дел по горло. Вот у кого-то так банально проиграется. Итак, чего это может касаться? Что за ситуация? 20-й старший аркан, мы правда подводим итоги. Очень символично 21 и 20. Это карта избавления от боли, от страданий. Ангел трубит о возрождении. Это карта освобождения в первую очередь, свободы. Очень символично. И вторая половина как раз мы рассматриваем ноября. И я говорила о Плутоне, когда мы подводим итоги. И если мы говорим о полнолунии 15 ноября, полнолуние – это всегда кульминация, завершение, итог. Вот какие-то итоги подводить вы будете. Но по этой карте мы уже не оглядываемся назад. Мы идем только вперед. И то, что у нас не получилось, просто оставляем и идем, тем не менее, вперед. У вас очень сильная позиция, и действительно, мои дорогие, кто-то из вас получит работу как таковую, если не было, но вы ее искали. От вашей активности, безусловно, от вашего участия, от умения себя подать, от умения держать марку, имидж. И подать я что имею в виду? Это ваши таланты как-то раскрыть. Они как раз и раскрываются октябрь-ноябрь. И не бойтесь себя проявить. Проявить это не значит, что настоять, а может быть то, что вы считали, то, что вы умеете делать, это никому не нужно и не интересно, потому что я устраиваюсь по какой-то другой специальности. То кто знает, сейчас как раз креативным людям или людям творческим очень часто отдают приоритет. Поэтому не бойтесь о себе сказать красиво, более полно. Потому что по карте император, безусловно, статусная карта, как и найти работу, как и получить должность. Может быть, мои дорогие, перейти словно на другой уровень жизни. А впереди у нас как раз 20-й старший аркан освобождения, и мы сказали, закрываем в прошлое дверь. А впереди аркан император. Вы можете познакомиться с таким человеком, или общение будет больше у вас с теми людьми, которые имеют рычаги влияния. Может быть, у кого-то сильный мира сего. Но будьте мудры.
Потому что с императором, кстати, связаны те энергии, как всегда привожу пример. Есть два мнения, мое и неправильное. Ну вот этот, наверное, концепсус не совсем будет правилен. Мудрый император как раз он говорит себе, я поставил перед собой цель. И я должен ее достичь, получить задуманное, осуществить желаемое. Но методы я готов корректировать, потому что жизнь не бывает полностью предсказуема. Я достану еще одну карту. И снова нам говорят о том, что ехать медленно, ну, это условно, то есть двигаться медленно, но это не значит пауза, а это значит аккуратные движения. И будьте готовы что-то изучать. Кстати, когда выпадает рыцарь Пентаклей, мои дорогие, это мы учимся по ходу развития дел, событий. По этой карте, если у вас финансовая брешь как таковая имеется, и нужно закрыть какой-то платеж, к примеру, в вашем окружении есть тот человек, который вас или выручит, субсидирует деньгами, или каким-то образом может вам помочь, возможно, просто даже советом. Но этот вопрос вы можете решить. Это касаемо именно по деньгам, или это вопросы недвижимости, имущества, в конечном итоге все равно финансы, деньги. Или меняется, кстати, ситуация какая-то по части именно, и мы, кстати, ожидаем это. Планетарные транзиты могут вызвать как изменения в финансовой системе, где-то миропорядок, мироуклад. В целом могут быть изменения на фондовых рынках. И пусть мы еще в ноябре об этом, скорее всего, не узнаем, но это некоторая будет как игра приоритетов сильных мира сего. И я так могу предположить, вам это нужно учитывать. Но какое-то ваше творчество, или как будто, мои дорогие львы и львицы, вы будете чему-то еще учиться. Может быть, банально курсы. Может быть, я повторюсь, у кого-то это необходимость. Знал 2 языка, нужно 3 языка для работы или для моего продвижения. Или обрести какие-то навыки, скиллы, ремесло. Ну вот, самые позитивные карты вам выпадают именно по событиям. Хорошо, давайте мы, может быть, вот эта неспешность совершенно необходима. Я больше вижу в той концепции, что Лев, ты сделал все, что мог, теперь наблюдай и где-то корректируй эти события или то, что приходит на твой порог. В чем же будет риск? В деньгах. И хоть у нас выпадают кубки, и в правом верхнем углу знак рыб, но рыбы мы знаем, это деньги в первую очередь, если мы так, символика рыб. И нам, опять же, карта самодостаточности, у вас 9 пентаклей и 9 кубков. Это карта эгоиста. В чем риск? В эгоизме, мои дорогие. Я должна это озвучить. Ну, значит, где-то захочется сделать по-своему или кому-то что-то доказать. Вторая половина или отдаленные события ноября. Поэтому будьте аккуратны со своими эмоциями, это будет важно. Но и деньги, как будто есть деньги, приходят, и финансовая ситуация может исправиться, это правда. С другой стороны, может быть, во что-то не вложиться. Попутно напомню, что помните, не только ноябрь, декабрь, но, наверное, на весь период Плутона в Водолее легкие деньги опасны. Поэтому быстро говорить кому-то, да, соглашаться либо на инвестиции, либо на какие-то вложения, ведь об этом тоже нам говорит карта, в чем риск. Правильные вложения. Если вы, ну, наверное, точно не ноябрь, не декабрь, правильное вложение, позвольте как минимум, может быть, даже Урану, который до конца января в знаке зодиака Телец будет в ретро-движении, и это не совсем продвижение, это скорее завершение прежних процессов. А вот уже февраль-март, может и обстановка какая-то нам более прояснится. Нужно быть готовым к тому, что когда ретро-уран закончит свое обратное движение, перейдет в прямое, нам могут в феврале, в марте некоторые ситуации о себе напомнить. Но это так в целом, не говоря конкретно о вашем знаке зодиака. Но, видимо, собой не рисковать. Вот этот посыл, он имеет место быть. И, мои дорогие, делайте, поступайте, может быть, все по закону. С одной стороны, Юпитер, вот как раз знак Юпитера в левом верхнем углу,
И это, знаете, по Юпитеру, мы знаем, все преувеличивает. И если где-то мы уверены в себе, то это прекрасное чувство. Ведь почему карта эгоиста называется? Потому что самодостаточность – это замечательно. Но часто это сопровождается самонадеянностью, и тогда мы не можем правильно отделить зерна от плевел. Будьте внимательны. Казалось бы, положительно, деньги, но вот именно в этом и какой-то риск. Ух ты! От чего вы откажетесь? Вообще карта мага, карта возможностей. Это ваши очень сильные энергии, но кто знает, может быть, вас жизнь сталкивала с людьми, которые пытались с вами манипулировать. Здесь вы их как будто, как минимум, на пару шагов вперед просчитаете и будете стараться исключить, может быть, тех людей, которых попросту вас используют или использовали прежде. Все же мы рассматриваем, от чего вы откажетесь. Вам самим не захочется какой-то закулисной игры в целом. Но, повторюсь, у вас сильная позиция. И это время больших возможностей. Несмотря на то, что планетарные транзиты достаточно сложные, но, видимо, есть какие-то варианты именно в этот период, когда мы должны думать больше на перспективу. У кого-то будет проигрываться вопросы, мои дорогие, дома. И я не случайно это говорю, потому что, надеюсь, это видно хорошо. Буква Чиро Маркетти прописал иврита. Это буква Бет, и означает она дом. Поэтому у вас какие-то вопросы, связанные с домом, ну вот как вы отказываетесь. Может быть, вы отказываетесь либо от переездов, или вы поменяете приоритет, допустим, одну страну на другую, или один город на другой. Или вы собирались продать и купить, допустим, продать апартаменты, квартиру, будем говорить, а купить дом. Или наоборот. Вот тут могут быть тоже какие-то перемены. Может быть, у кого-то из вас преобразования какие-то дома тоже проходят. Или это место жительства, или на будущее у кого-то это могут прийти новые возможности, и вам придется пересматривать ваше местонахождение в последующем. Или, может быть, опять же, корректировать свои планы, но это еще будет как-то увязано с вашим домом, с вашей недвижимостью. Ну, вот есть те вопросы, и это тоже отчасти надежность, все-таки дом, то место, где мы себя чувствуем в уединении, в безопасности, где мы можем восстановить силы. И кто знает, может быть, по работе будет необходимо совершить длительную командировку. Или вы мало будете бывать дома, у кого-то и так проиграется. Что скрыто? Давайте посмотрим. Но вот это будет сильная позиция, тем не менее, ваша. Именно потому, что в прежний период жизни вы пережили какую-то либо предательство, у кого-то и трагедия, не побоюсь этого сказать. Тройка мечей. Это болевая точка, которую мы прячем глубоко в душе, от посторонних глаз. Это та тема, которую мы не хотим ни с кем обсуждать. И более того, мы не хотим найти еще раз какие-то повторно грабли, которые отдаленно даже могут предыдущие напоминать. И это будет для вас сильная позиция. Почему? Потому что вот какую-то скрытость вы будете видеть сразу. У вас будет очень хорошо работать интуиция. И вы именно в этот период сможете пройти совершенно безэмоционально те ситуации или тех людей, которые могут отдаленно напоминать тех персонажей, которые вас ранили в прошлом, как психотип человека, характер человека. И вы, глядя на него, будете про себя думать: ну давай, рассказывай, я уже с такими персонажами вроде тебя я уже сталкивался. Или у кого-то это будет, мы говорили о пафосе, о лести, вам могут что-то обещать, а вы тоже вот так беспристрастно, холодно сможете правильно оценить, чего стоят чьи-то обещания. Сильная позиция, как ни странно, будет у вас за счет того, что вы видите именно то, что люди не хотят демонстрировать.
вот этот прежний пережитый опыт. И у нас в левом верхнем углу, это, надеюсь, это видно, у нас знак Сатурна. Сатурн – это когда, знаете, мы все можем осуществить в документах или по правилам, по какому-то регламенту, или в соответствии с законом. А в правом верхнем углу весы. Вот уравновесить у кого-то придется вопросы по части закона, может быть и так, найти недостающую информацию или обратиться к юристу, чтобы собой, опять же, не рисковать, себя обезопасить, не дать себя втянуть в какой-то омут, мои дорогие львы и львицы, опять же, усиливает ваши позиции. Это то, что нас ранило, повторюсь, но теперь остается просто как ситуация. И это ситуация здорового равнодушия. Давайте посмотрим, что вам помогает туз жезлов. Это как решение, это так и решимость. И с чем-то вы здесь определитесь, правда? У вас туз мечей, выход из лабиринта, а туз жезлов это как информация, как какое-то событие. Вы можете узнать, кстати, некоторые новости тайны, от которых так, удивиться можете, и этот момент тоже. Но вы можете быть и в таких обстоятельствах, когда не было бы счастья, да несчастье помогает, у кого-то так. Вы можете стать свидетелем, когда на вашем, к примеру, месте работы снимают руководителя. Для вас, может быть, у вас и были прежние прекрасные отношения с руководителем, но там тоже что-то меняется, к примеру, да. И для вас это открывает новые перспективы. Для кого-то это болезненная ситуация, а для вас это будет какой-то шанс. Вот это тоже примите во внимание, потому что именно мы спросили, от чего вы откажетесь, и маг. Вот как какой-то маг уходит из вашей жизни, а для вас открываются новые перспективы. Вот что-то подобное. Поэтому будьте внимательны. Допускать, наверное, иррациональное. И где-то будьте готовы корректировать свои планы. Потому что нам ведь уже говорили карты дополнительные. У вас выпадал 20-й старший аркан. Прошлое пытается само от вас оттолкнуться. От жезлов это всегда новые какие-то свершения. И вот вам карта совет или итог. Тут действительно, с учетом девятки жезлов, ты как будто лев, все то, что ты уже совершил, теперь будет к тебе возвращаться в виде предложений, возможностей. И поэтому искусственно, если мы говорим, себя на паузу ни в коем случае ставить нельзя. У нас опять же знак в левом верхнем углу Нептуна, я говорила, ретро-Нептун помогает и с решимостью, и с какими-то решениями. Какая-то муть или непонятная, какие-то, как сквозь пелену я видел какую-то ситуацию, здесь может быть сродни прозрения. Но нам, тем не менее, подвешенный, и повешенный, он ведь сам себя погружает. В данном случае имеется в виду, он погружает себя словно, назовите это омут какой-то или как в пространство, которое наполнено водой. Почему? Потому что есть буква иврита, называется мем, и это вода. Поэтому это где-то могут быть и эмоции, мои дорогие. Но в данном случае, если мы об интуиции, слушайте ее подсказки. Но если нужно, карта говорит, тогда ты подожди, потому что будет все-таки какое-то разумное ожидание точно. Но и как будто не переиграй сам себя. Не создай себе пустых надежд или ожидания, что само что-то изменится. Анализируйте откровенно, будьте честны сами с собой. Если вы ждете, правда, результата по приложенным вами ранее усилиям, значит, нужно дождаться скорее этого результата. Но если мы ничего не предпринимали и мы ожидаем, что вот оно само вдруг, вот нам что-то такое, как манна с неба произойдет, то, скорее всего, вряд ли мы просто упускаем время. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы. У вас какая-то очень сильная позиция может сформироваться в течение ноября. И будьте счастливы, и будьте любимы всегда.